Из-за искренней любви людей к братьям нашим меньшим во всем мире создаются благотворительные организации, цель которых – защищать и выхаживать беззащитных созданий, ведь сами они часто не способны за себя постоять, попросить о помощи или рассказать о своих страданиях. Помощь, которую волонтеры и неравнодушные активисты оказывают четвероногим, неоценима. Они спасают их от неминуемой гибели на суровых улицах, лечат тяжелые заболевания и помогают обрести любящих хозяев, даря шанс на совершенно новую, счастливую жизнь. Анна – молодой стоматолог, которая все свободное время посвящает работе в одном из таких приютов. Она регулярно забирала с улиц бездомных псов и котов, отвозя их в безопасное место в надежде, что для них найдутся добрые руки и теплый дом. Однако встреча, произошедшая в один из обычных дней, перевернула всю ее привычную жизнь. События разворачиваются в оживленном Каракасе, столице Венесуэлы, где на улицах всегда шумно, а ритм городской жизни заставляет людей постоянно куда-то спешить, не обращая внимания на то, что происходит вокруг них. Утром Анна, как всегда, шла на работу в стоматологию, расположенную всего в 4 кварталах от ее дома. Эта профессия не приносила ей истинной радости. Девушка никогда не хотела связывать жизнь с лечением зубов. Этот выбор был скорее продиктован настояниями родителей и прагматичными соображениями. Ее заветной мечтой была ветеринария. Эту тягу она частично реализовывала в фонде «Надежда для животных», некоммерческой организации по защите зверей. Там она проводила почти каждый свой вечер, помогая убирать вольеры, ухаживать за больными подопечными и координировать поиски новых хозяев. Она всем сердцем привязалась к подопечным и даже немного грустила, когда кто-то забирал питомца домой, ведь успевала полюбить каждого. Впрочем, легкая печаль быстро сменялась радостью от осознания того, что животное попало в хорошую семью, где его окружат заботой. Предвкушая вечерние дела в фонде, Анна быстро перекусила традиционной арепой с горячим кофе и отправилась в путь. Несмотря на близкое расстояние, она всегда ходила пешком, полностью игнорируя общественный транспорт. Погода в то утро была на редкость приятной и прохладной. Утренний променад помогал поддерживать здоровье, заряжал энергией на весь день и держал тело в тонусе. Но в то утро ее внимание привлекло нечто совершенно экстраординарное. На пути ей встретилась трехцветная кошка, белая с черными и рыжими пятнами, которая сидела возле старого забора. Но поразил девушку вовсе не редкий окрас. Живот животного был неестественно огромным, раздутым до невероятных размеров, напоминая тугой футбольный мяч. Сперва Анна решила, что кошка либо страдает крайним ожирением, либо находится на поздних сроках беременности. Но сколько же плодов должно быть внутри для таких объемов? 15 или 20? Это казалось полным абсурдом и биологической невозможностью. Отбросив эти мысли, девушка подошла ближе. Бедняжка сильно хромала, огромный раздутый бок мешал ей нормально передвигаться, заставляя переваливаться с боку на бок при каждом шаге. Сначала кошка испугалась, зашипела и проявила защитную агрессию. Судя по всему, в прошлом ей уже знатно доставалось от жестоких людей, и она разучилась доверять человеческим рукам. Но у Анны был солидный опыт общения с пугливыми уличными животными. Проявив терпение и ласково разговаривая с ней, она дала понять, что не причинит вреда. Вскоре кошка успокоилась, тихо замяукала и позволила себя погладить, затем и вовсе осторожно взобралась к девушке на колени, ища защиты. В этот момент Анна вспомнила про работу и поняла, что сильно опаздывает. Однако бросить несчастное создание в таком критическом состоянии она уже не могла. Ситуация выглядела опасной для жизни. Единственным верным решением было отвезти бедняжку к ветеринарам своего фонда, где ей могли оказать квалифицированную помощь. Не колеблясь, Анна позвонила в клинику и предупредила администратора, что задержится по личным обстоятельствам. Записанные пациенты наверняка были недовольны, но спасение живого существа для нее стояло на первом месте. Она бережно подняла кошку, завернув в свой шарф, поймала такси и направилась в приют. В фонде появление такого пациента вызвало шок. Даже опытные сотрудники, повидавшие немало ужасов, не видели ничего подобного. Анна, не обращая внимания на суету вокруг, сразу отнесла кошку в кабинет дежурного врача.
Доктор Рамирес, ветеринар с 30-летним стажем, повидал многое за свою практику. Но этот случай поразил даже его. Он удивлялся, как кошка вообще умудрялась выживать с такой чудовищной патологией и при этом ходить. Очевидно, животное отчаянно цеплялось за жизнь, словно предчувствуя появление своего спасителя. Первичные анализы и ультразвуковое исследование прояснили картину, повергнув всех в шок. В брюшной полости животного скопился колоссальный объем асцетической жидкости. По словам доктора, кошка страдала от сильнейших болей на протяжении долгого времени, испытывая колоссальное давление на внутренние органы и легкие. Асцит – явление нередкое в ветеринарии, и вызывать его могут разные причины – от тяжелой дисфункции печени до почечной недостаточности или проблем с сердцем. Удивительным был именно критический объем жидкости, который кошачий организм умудрялся выдерживать. Врач сообщил, что предстоит долгая процедура, чтобы откачать не менее 2 литров жидкости. Это требовало времени и предельной осторожности, но давало реальный шанс на спасение. Анна со слезами на глазах пообещала кошке, названной Луной, что не оставит ее и будет рядом каждый день. В ответ кошка, едва находившая силы пошевелиться, посмотрела на нее глубоким взглядом с нескрываемой благодарностью. Шли недели. Процедуры по откачиванию жидкости проходили под строгим контролем доктора Рамиреса, который назначил Луне комплексную терапию, включающую сильные антибиотики и специальные поддерживающие препараты. Анна преданно навещала Луну каждый день сразу после окончания своей смены в стоматологии. Поначалу кошка лежала неподвижно в своей лежанке, превозмогая слабость и боль, но со временем всегда оживлялась и громко мяукала при виде своей спасительницы, пытаясь приподнять голову. Девушка полностью контролировала весь процесс реабилитации, принося ей самый лучший корм и лакомство. Живот Луны постепенно уменьшался, терапия давала отличные результаты, и кожа кошки начала стягиваться обратно. Иногда Анну посещали жуткие мысли о том, что случилось бы, выбери она в то злополучное утро автобус или реши пройти мимо, сославшись на нехватку времени. Она думала обо всех тех бездомных животных, которым не повезло встретить помощь и которые тихо погибают в темных переулках. Но Анна гнала эти депрессивные мысли, фокусируясь на том, что было в ее силах изменить здесь и сейчас. К концу лечения она так сильно привязалась к Луне, что приняла твердое решение забрать ее к себе домой насовсем. Дома у нее уже жили 5 спасенных кошек, так что 6-я питомица погоды бы не сделала, а ее просторная квартира позволяла разместить еще одного пушистого друга. Благодаря профессиональным усилиям врачей и круглосуточной заботе Анны, спустя месяц Луна полностью поправилась. Все анализы пришли в норму, а от страшного огромного живота не осталось и следа. Сейчас это невероятно активная, ласковая и счастливая кошка, которая наслаждается сытой жизнью в уютной квартире без боли и страха. Она отлично поладила с остальными кошачьими обитателями дома и бесконечно благодарит свою хозяйку, приходя к ней каждую ночь, чтобы свернуться клубком на груди и напевать свое нежное мурлыканье. Эта история в очередной раз доказывает, что человеческая доброта и готовность пожертвовать своим временем могут творить настоящие чудеса и спасать жизни тех, кто в этом больше всего нуждается.